Мне кажется, вообще все видео надо вот с таких мест начинать, отсюда включать, а потом уже начинать ходить, все остальное снимать. В Турции отменили все ограничения, и теперь 10 часов все не заканчивается. Ну, друзья, всем огромный турецкий привет из Турции, из Сиде. И мы сейчас перебрались в отельчик Санис Кумквой. Мы были в одном из отелей Санис Elite Beach. Нам там очень понравилось. Надеюсь, что здесь нам тоже очень понравится. Пойдемте заселяться, смотреть отель. Мы приехали, кто тут не смотрел, из другого отельчика, из Белека. Прям заходите, подписывайтесь в плейлист. И там смотрите все видосики. В плейлисте все есть. Смотрите, на входе здесь сразу стоит датчик с измерением температуры и показывает вашу температуру, сколько у вас градусов. Так, у нас вдруг температура не пропустим. Так, вот так выглядит у нас въездная группа. Там у нас ресепшн, и там будем регистрироваться. Вот они, другие отели, Elite Beach и остальные, где мы не были и где были. И, видимо, вместе с нами тут приехали с аэропорта люди заселяться. Сколько чемоданов, очередь небольшая на регистрацию. Пока Жанна регистрируется, давайте немного осмотримся. Я вижу, что есть очень большая лобби-зона, прям огромная, куча диванов, куча кресел. Расположение лобби-зоны и балкон. Вообще как бы все схоже с Санис Elite Beach. У меня прям сейчас было ощущение, что здесь это Санис Elite Beach, там выходишь вот так же. И здесь прям лесенки, спуск вниз. Вот такой вид у нас на всю красоту. На бассейны, на пальмы, на пихты-облепихты. Сейчас пойдем обязательно с вами все смотреть. Ну что, нам дали ключи от номера в этом отеле. Нужно одевать браслеты. У детей розовые, у взрослых белые. Отправляемся на поиски нашего номера. Номер будет на втором этаже. В коридорах здесь ковры, поэтому чемодан едет тяжелый. Номер у нас будет 2150. Давайте сразу посмотрим. Вид из окна. Я уже посмотрел. Из номера вот такой нам шикарнейший вид дали. На крыше, на дорогу, на магазины. Вообще самый красивый вид, который я только видел когда-либо. Еще идем просить другой номер с нормальным видом. Это вообще даже ничего вам не покажет. Только крышу. Так, имейте в виду, если вы в этом отеле забронировали себе вид на дорогу, у вас будет вид на дорогу. Забронировали вид на сад, будет вид на сад. Никакого апгрейда. Абсолютно. Я говорю, что нужен турагент. Там это мы YouTube этого канала. Мы при этом мы снимали Санис Elite Beach. Прям кучу видосов делали, классные пролеты. Тогда мы даже с руководством там общались, сейчас, к сожалению, не работают. И после этого отель просто ушел в стоп, и люди просто безумно счастливы были после этого отеля. Действительно хороший отель, мы вот так круто это снимали. Причем тоже деньги платили. Я ему показал, он там мне все равно, говорит, у вас забронирован вид. Вот такой вот и получаете. В общем, с трудом выпросили. Еще один номер, сейчас посмотрим, что там будет. И номер 2117. Ходим, пойдем посмотрим сразу вид. Обзор номера потом. Потому что тут на дорогу, на крышу это совсем что-то сложное. Вот, здесь уже все. Ну, здесь видно и бассейн. Здесь видно море. Уж куда лучше, чем тот, да? Согласитесь. А то что я вам показывать буду, крышу. Так, сейчас пойду заберу наши чемоданы из другого номера. Здесь вроде бы рядышком, недалеко. То многие иногда пишут, что он нам платит вообще за съемки, мы просто рекламируем. Нет, мы сами платим. Видите, как иногда даже апгрейд просто так, ну, не могут сделать. Такое редко, конечно, бывает. В основном нам самим сразу предлагают, говорят, можете выбрать. Апгрейдик вам сделаем, мы говорим, что так-то и все. Так, куча чемоданов. Ну, вот предыдущий номер, на всякий случай. Сейчас вам тут наш покажу. Если вы не любите вид на дорогу, то сразу бронируйте на сад, хотя бы на бассейн. Ну, лучше, конечно, на море. Так, ну давайте сделаем обзор номера. Пока здесь все чистенько. При входе сразу здесь шкаф-купе, вешалки, полки, сейф бесплатно, сейф большой, ящики есть. Так, дальше с другой стороны у нас
полки. Здесь можно разложить вещи. Так, дальше налево сразу поворачиваемся. Здесь у нас туалет, раковина. Здесь гель для душа, лосьон для тела, шампунь. Здесь куча всего для банных нужд. Шапки, палочки, маски. Все есть. Здесь же DAF крем. Кстати, очень хорошо, что DAF. Здесь же фен. Что тут полотенце какое-то лежит. И здесь душевая кабина со стеклом. С таким темных тонах. Здесь светлых. Лейка просто, тропического ливня нету. Здесь тоже идет мыло, гель в одном флаконе, поэтому с собой можно не брать, кому не принципиально. Куча полотенец. Отправляемся дальше. Здесь пока стоят наши чемоданы. Здесь зеркало во весь рост. Дальше справа у нас еще один шкаф. Это номер Family у нас. И здесь для чемоданов тумбочки. У детей здесь двухъярусная кровать. Ой, Поля, как громко. Второй этаж, первый этаж, тумбочка, подсветка у них. Есть перегородка, чтобы отделять одну зону от другой. Так, вот сюда разворачиваем. Здесь у нас телек. Здесь у нас мини-бар. Давайте заглянем в Вико. 2 пива, 1 вода, кола, спрайт, фанта. Там еще вода большая, минеральная с газом. Так, и здесь еще вот 1 бутылка с водой и еще 1 маленькая с водой. И чайник, чтобы сделать себе чай, кофе и чайный набор. Там кофе, обычный сахар. Все это идет. Небольшая тумбочка, чтобы присесть. Справа вот еще 1 тумбочка. Так, с другой стороны у нас здесь большая кровать. Здесь же у нас халаты, тапочки на кровати лежат. С другой стороны еще тумбочка, стол, 2 стульчика. Ну и наш балкончик. Балкончик большой, приличный. Сушилка, 2 стула, стол. Ну и вид я вам уже показывал. Вид на море, на бассейн, на территорию. Вот такая вот красота. Пишите, как вам номер, ставьте на паузу, жмите. И пишите, есть ли разница вот для вас вид туда на дорогу, на крышу или на море. Стоит ли вообще доплачивать обычно. Вот. Мы раньше всегда бронировали вид на море, но потом как бы уже огромное количество видосов стало появляться. И в основном нам делают апгрейд, идут навстречу. Это очень приятно. Тоже такой небольшой бонус нам за нашу работу, так сказать. Но если бы отель был в стопе, конечно, никакого апгрейда бы, наверное, нам не сделали. Смотрели бы на крышу и меньше сидели в номере, любовались бы пляжем оттуда и морем. Друзья, в предыдущем отеле у нас было расписание по кондиционерам. Здесь полотенца выдаются СПА, меняйте карточки на полотенца. Но здесь они выдаются по расписанию с 8 до 12. Ну и потом уже вечером, в общем, полотенца нам не дали, потому что они сейчас их не выдают. Что-то удивительное происходит в Турции, если честно. Там кондей отключают, тут полотенца не выдают. В общем, торопитесь, пораньше вставайте с 8 и бегом за полотенцами. Главное до 12 успеть, а время сейчас 12:21. Ну, будем лежать на карточках, каждую карточку себе положит под попу и будет загорать. Ладно, пойдемте. Смотреть территорию, как я говорю, да, получать первые впечатления. Ну, первое впечатление по отелю реально очень веселое. Мне реально смешно, я даже пока чуть не расстроился. А сейчас, когда попу без полотенца прижмет, где буду расстраиваться. Ладно, это все мелочи жизни, но, конечно, без полотенца пережить можно. Так, понимаю, основное здание. Сейчас ничего, как всегда, да, у нас уже новый формат, который вам очень приглянулся. Сейчас ничего рассказывать не буду, потому что я ничего не знаю. Я здесь первый раз. Никакие видео я специально не смотрю про обзоры, чтобы чужое мнение на себя не перекладывать. Открыто снимаю вам, показываю. И, как всегда, первое впечатление, чтобы у вас были ощущения, как будто вы сами только приехали. И как будто сами заряжаетесь. Очень классно, что много бассейнов и много-много зелени. Вот там даже цветы растут. Вот, кстати, да, бог не с полотенцами. У нас есть один надувной круг. Он у меня в рюкзаке от Best Way. Сейчас мы его надуем. Но так, первое впечатление очень классно, что прям огромнейший бассейн, количество, прям как будто вся внутренняя территория, она в бассейнах. Ну и нам повезло, что сейчас уже жары нет. Вчера мы были в другом отеле, было плюс 40. Сейчас, слава богу, плюс 30. 10 градусов дают очень большое значение, потому что в 12 часов уже перемещаться было невозможно. А сейчас уже идешь отлично, нормально. Так, кошки тут ходят. Идем дальше, смотрим территорию. Ну, класс, что много зелени. Все это тот, кто идет обратно с пляжа, у них поменять.
взять у них грязные полотенца, дать карточки. Так, вот отсюда вижу, что там есть горки. К ним мы доберемся. Попозже ресторанчик. Да, 12:30, и уже пляжный ресторан начинает работать. Без лемешечки. Вижу вот здесь, знаете, прям при входе в ресторан жарит вот так вот рыбку. Здравствуйте, рыбку, курочку на гриле. Шкварчит, все бурлит. Ну, хочется искупаться первым делом после приезда. Большая надпись I love Sunnis. Попадаем на пляж. Я уже оголил свои телеса, потому что жарковато. И смотрите, блин, пляж большой, просторный. Как я и говорил, да, что когда есть свободное место, надо не 2-3 навеса, 2-3 линии оставлять, а делать больше навесов. И здесь как раз это реализовано. Смотрите, какое здесь количество навесов и какой огромной территории пляжа вообще. Обалдеть, песочек вообще мелкий-мелкий. Прям чистенький, без камушков. Как будто убрали с ним. Бар пляжный. Ну и, кстати, очень прям напоминает Sunny Salitte Beach. Прям вот единая концепция сделана. Единый стиль. Прям очень похоже. Прям. Но там чуть-чуть пошире. А, нет, какой пошире? А, нет, да. Я думал, там этого же отеля нет. Судя по зонтам, там уже другого отеля. Sunny Salitte Beach более длинный пляж. А здесь он более широкий. Ну, посмотрите, какое количество мест, какие расстояния между людьми. То есть вообще супер. Ну, естественно, огромное количество свободных мест. Там, тут, вот даже на первой линии мы себе нашли местечко. Ну, что-то как-то без полотенец неохота здесь лежать. Мы еще попозже пойдем искать полотенце. Смотрите, какой запас по пляжу. А вот еще прям линии навесов, но навес на них навесили. То есть это еще вот такой запас. Очень классно, молодцы. За пляж сразу 5 ставим. Так, и тут по соседству оказалось, что это у нас пляж отеля Палома Океана. Блин, мы там были сколько лет назад. Это такой еще давний обзорчик я делал. Очень мне понравился. Я тогда был еще зеленый, мне кажется. Кстати, интересно посмотреть. Видео есть на канале. Заходите, смотрите. Вообще можно посмотреть, какой я там был другой. Мне даже самому интересно. Ну, а мы отправляемся купаться. И вот так вот выглядит пляж отсюда, со стороны моря. И здесь, знаете, еще какой запас, да, широкой линии. Можно выдвинуть шезлонги и прям под солнышком позагорать. Сейчас ветер небольшой, поэтому может немножечко забивать. И очень красивые волны. Вообще, красота нереальная. Здесь, знаете, песок, 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 никакой гальки нету. Пойдемте вместе с вами. Поль, пойдем, зай. Осмотрим красоту, водичку посмотрим. Ой, вода чистая, чистая, чистая. И смотрите, можно аж до туда уйти, и вам будет по пояс. Здесь на кайте надо кататься, классное место для кайта. Туда у нас сам город Сиде. Вам не видно будет на камеру, но вживую отсюда видно. Вон там он далеко. Но море очень красивое вообще, вот эти волны потрясающие. Так, передаю вам эти эмоции, заряжайтесь обязательно морской пучиной. И обязательно пишите, передается, нет? О! Прям лайв. Класс. Волны это красиво. Видите, они не сильные волны, то есть польку даже вообще не сбивает, она спокойненько идет. Она железнорукавников плавать мы научились. Правда, теперь аккуратненько пока что, под контролем на всякий случай. Потому что только научились. Класс, да? Как вам такое море? Как вам такой заход? Прикольно. С детьми вообще супер. Взять наш приборчик, померить. Но здесь вода теплее, чем в Белеке. Потому что, во-первых, тут более покладистый заход. И вся вот этот слой, там полметра, да, он, естественно, больше прогревается. И вода, естественно, даже поэтому теплее. Но я вот по ощущению даже чувствую, что намного теплее. Градусов, наверное, 29, может быть 30. Ну, сейчас возьмем, померяем. Все, заряжайтесь, я, наверное, оставлю вас на берегу. И мы пойдем с детками туда куда-нибудь уплывем. И там покупаемся.
такая вот. Вчера прям было ядреное синее голубое небо, поэтому и 40 градусов было, а сейчас дымка, кстати, очень приятно, очень хорошо, после жаришки немножко передохнули. Накупались, нанырялись, класс. Там, конечно, очень весело деткам, на волнах прыгать вообще просто, волны потрясающие. Очень здорово. Классно вот эти пальмочки на пляжу, на пляже, как полом океана, им тоже были. Ну, давайте заглянем с вами с пылу с жару в бар, посмотрим, что у нас тут есть. Здесь у нас соки, воды, швепс есть, чай, холодная водичка, кока-кола, кофе и пиво. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Вот, и бирасик есть. Крепкий алкоголь нет у вас? Нету. Правильно. Только Правильно. пиво. Правильно. Вот правильно, на пляжу не надо пить крепкий алкоголь днем. Пиво, достаточно охладиться, и все, и нормально. Любоваться всей этой красотой. А коктейльчики и крепкие напитки уже лучше вечерком. Так, и смотрите, здесь еще стоит холодильничек вот такой. Давайте в него заглянем. Да, здесь много-много воды. Подходи, бери сколько хочешь. И кофе тоже есть. Вот так вот бокальчик пенного, как я люблю, вы знаете. Вот, хорошее пиво, вкусное. Не то, что в предыдущем отеле было, там вообще прям жидкое было, я не знаю, что это такое было, но здесь хорошее. Всем приятного аппетита. Я бегом к холодильничкам за бутылочкой холодного, запотевшего. Дайте я вас подразню чуть-чуть, подразню, да? Ой, да, я не продолжаю удивляться размаху пляжа. Вы посмотрите, какой еще запас идет ненакрытых вот этих навесов. Если все надо, навесы натягиваются. Просто, вот я не знаю, таких огромных пляжей я давненько не видел. Вот, вообще 5 баллов за такое. Сделали такой огромный запас. Не надо вот этой толкучки, нету, все свободненько, все лежат, разложились. Вообще класс. Спасибо. И смотрите, кого выбросило на берег. Дельфина. Ха-ха, прикольно, да? Ничего себе, кто-то у нас тут это искусством прям обладает, мастерством. Очень красиво. Мы еще оттуда издалека увидели. У нас тут практически 2 часа. Мы отправляемся куда-нибудь в поисках еды, поближе желательно, чтобы далеко не ходить. Смотрите, здесь же у нас волейбольная площадка. Здесь у нас при выходе с пляжа 2 душа. Ноги помыть и фонтанчик. Ичка тут прям, правда, ледяная. И сразу хочу сделать замечание. Здесь есть зеленая зона. Вытаскивайте сюда лежак, на травку ложитесь и под деревьями в тенечке загораем. Ну, замечание это в смысле пора хорошего замечания. Обращайте такие вещи внимание. То есть, если жара, лето, 40 градусов, бывает такое, в Турции жарко. На пляже от песка идет жар. Просто передвигайте лежак себе в тенечек под деревце куда-то. Все, от травы не будет такой жары, будет прям очень хорошо, комфортненько. Поэтому, если вы не переносите жару, делайте так обязательно. Так, ну совсем не отходя от кассы, недалеко надпись I love science. Есть с левой стороны, я вижу, кафешечка какая-то, ресторан. И с правой стороны тоже кафешечка. Пойдем сейчас что-нибудь поищем, перекусим. Такая вот здесь атмосфера. Очень, кстати, уютно. Отсюда даже видно море. Пойдем посмотрим, чем можно здесь накормиться днем на обед, не ходя в главный ресторан. Вообще не знаю пока, есть ли там еда в главном ресторане. Здравствуйте. Здравствуйте, приветственный персонал. Сразу все улыбаются. Кстати, может, в бар заглянем, посмотрим, что здесь есть. Так, ну и пиво, шампанское, вино, джин. Кстати, кто любит крепкий на обед, вам удастся здесь чем-то перехватить. Так, как у нас тут непонятно немножко. Смотрите, вот у нас один ряд с едой. Вот так вот по стрелочкам. Здесь у нас, что это такое? Донор, рис и мяско. Правда, на русском нет перевода. Перец, макарошки, соус с макарошком. Здесь гриль, но закрыт, не видно, что здесь шашлыки куриные. Здесь овощи, помидоры, перец, лук, картошка, да и по-деревенски, и картошка фри. И здесь мясо какое-то плохо видно, мне вот вообще не видно. Вам пониже, может быть, даже лучше видно было.
Здесь сладости, небольшой ассортимент, дыньку вижу. Места много здесь, на самом деле, вот прям большое пространство. И мы еще с вами видели на той стороне что-то. Так, вот еще немного сладостей. Вот они, арбузы, яблоки, бананы, абрикосы, здравствуйте. Здесь у нас зеленушка, салаты, помидор, перец. Здесь еще в виде салата нарезанного, огурчики. Еще салат. Ну, для обеда, я считаю, на самом деле, вообще вполне хватит чем перекусить. Но нету что-то вот такого, да, типа пиццы, бургеров. Я не нашел булочки. Но я слышал, что это где-то есть. И вот там мы с вами проходили. Там гриль. Вон он прям стоит, я отсюда вижу. Там жарили, где вот мы вначале шли, курицу и рыбу. Туда тоже можно сходить взять. Я слышал про бургеры, скорее всего, где-то там в той стороне, может быть. Мы с вами сходим, потом поснимаем. Сейчас здесь чем перекусим. А с той стороны тоже есть что-то покушать? Вот мужчина мне подсказал, что на той стороне есть гамбургеры, пицца, гёзлеме. Так что это там все есть. Набрали себе вкусняшки, шашлыки, картошечку, макарошки. Я себе взял вот это вот, типа шаурмы, мяско под шаурму, салатики. И смотрите, здесь все приборы в индивидуальных упаковках. Я уже просто достал в таких кармашках. Соль, перец также в индивидуальных упаковках. Но классно, сидишь, кушаешь, и видно вот море, всю зеленушку, всю красоту. Всем приятного аппетита. Вкусно, Поль, шашлычок? Девки проголодались, уже 2:30 практически. Взгляд для обеда на улице вообще вполне все есть, и курочка, да, и рыбка вон там вот, и филе куриное. То есть есть полноценная вот такая вот еда, да, и есть, если хочешь, просто гамбургеры, там на ту сторону сходить, мы сходим, посмотрим обязательно. Потому что иногда бывает, что только гамбургеры, а ими сыт не будешь, детишкам надо что-то полезное, да, там курочку, шашлычки хотя бы, овощей. То есть здесь как бы вполне обед можно здесь провести свой. Поле уже целую шпажку этого съела курицы. Ну ты, Поле, вообще проголодался, как тигр, как тигренок. Там, где было закрыто, я не стал открывать. Там, оказывается, было целое мясо. Жанна себе взяла. Ну, сейчас, конечно, со мной поделитесь. Половину кусочек. Смотрите, мы зашли не с главного входа. С 12 до 3 работает здесь гамбургер-буфет. Здесь, знаете, можно сосиски себе сделать, хот-дог или гамбургер. Вот так вот. С огурчиками, с помидорчиками. Это прям где-то то, что я вам показывал. Это прям вход. И вот с другой стороны, давайте уже заглянем. Что рассказывать, надо показывать поближе, посочнее, что время обеда. Да, рыбоньку жарят. Хочешь разделанную, хочешь целую, хочешь разделанную. Очень красиво. Очень красиво. Очень мне нравится, что турки приветственны всегда. То есть, когда снимаешь, они прям улыбаются, смеются, что-то показывают все время. То есть есть желание снимать. Это позитив, который я вам передаю, и они тоже передают. Спасибо, very much, за ваше настроение. Все это приятно. Это что, в России, да? Сразу по щам. Смотрите, вот оно мясо, я решил сходить съесть кусочек. И вот она курочка на гриле. Что-то в первый раз меня не приметили, а сейчас приметили. Сказали, что без маски обслуживать не будут. Пожалуйста, оденьте. Очень правильно, кстати, делают. Антиковидные меры, я всегда за них. А тут что-то я разошелся, разгулялся, расслабился. Носите маски, соблюдайте безопасностный режим. Я сколько съел, у детишек еще подъел шашлычки и пришел еще за порцией. Я что-то так проголодался, так все вкусно, так аппетитно. Как говорится, после вкусного обеда полагается поспать. Но спать мы не идем, мы идем на поиски мороженого. Детки хотят мороженого покушать, отправляемся искать, где же здесь давить мороженое. Мы всего 3 дня и 3 ночи. Поэтому времени у нас здесь мало, спать не будем. Смотрите, еще одно местечко, где можно на травке, в тенечке приютиться и спастись от жары еще. Но сейчас жары нет. Здесь у нас бассейн. Слышу музычку, может быть. Где-то там есть и мороженка. Там у нас прослеживается главный корпус, здесь мороженое. Летняя атмосфера, играет музычка.
Очень классно. Сейчас анимасио программ. Дартс. Можно принять участие, покидать дротики, выиграть суперприз. Кучу аплодисментов. Здесь же получается это как столики от бара. И вон там я вижу бар. Ну, как вам первое впечатление об отеле? Блин, мне прям все нравится. Огромное количество зелени. И сценка небольшая. Возможно, вечером что-то будет. И вот здесь у нас бар. Но мы ищем мороженое. Бар такой с двух сторон. Ой, далеко искать не пришлось. Я вижу, что там очередь. Раз очередь, значит там что-то вкусненькое, Давид. Заглянем, чувствую запах. Вафель. И вижу картинку с пончиками. Так, здесь же у нас мороженое. 6 видов мороженого. Жарят вкусные вафельки, пончики. О, ну красота. Все, сейчас будем объедаться. С 3 до 5 работает. Надо встать в очередь, конечно. Смотрите, вот так вот пекут пончики. Они прям настолько аппетитный аромат. Потрясающе. Даже какие-то пончики между пончиками и беляшей. Даже, знаете, посмотрите там внутри. И вот такие вафли с кучей начинок можно сделать. Как это аппетитно выглядит. Ну и сейчас мороженка к этому делу ко всему. Я себе возьму карамельного мороженого. Обожаю. О, как аппетитно. Спасибо. Мороженое очень вкусное. Прям вообще очень вкусно. Вкусно? Очень. Ой, вкусно. Вот эти полупончики. На самом деле, ну это как по тесту, по вкусу, как пончики. Они настолько вкусные, они прям аж хрустят, они еще горячие. Вот прям вкус, знаете, настоящих старых добрых пончиков. Прям вообще. Ну, старых имеется в виду, помните, как в зоопарке где-нибудь давным-давно, вот прям такой же рецепт вкусный, прям вообще безумно. О, это очень вкусно. Но вот вафли немножко не такие, вафли, тесто не вафельное. На печенье больше похоже. Сейчас самое время сделать заныру-проныру прямо в бассейн куда-нибудь окунуться. Идемте-ка сюда. Бассейн за атмосферой, за эмоциями. О, бассейн, кстати, не очень горячая вода. Прям даже освежает. Смотрите, как классно. Здесь можно прям под мостиком плавать. Вдоль, мне кажется, здесь, кажется, один такой, да, единый большой бассейн. Стараюсь запустить дрон, посмотреть на всю эту красоту сверху. Но ощущение, да, что он единый такой. Видите, можно плавать где хочешь между всеми пальмами, под всеми мостиками. Здесь какой-то краб. Непонятно, но правда ничего там с него не шипит, не бурлит, но вот так вот выглядит отель изнутри, из бассейна. Прямо вживую, да? Как будто вы сами здесь плаваете. Набирайте, друзья, в ванну, залезайте, жмите на паузу, потом включайте. И валяемся с вами прям вместе вот так вот в водичке. Только вам теплым берите. А то ощущение не будет турецкого. Классно, да? Вот я обожаю, когда вот возле бассейна всякие пальмы свисают, потому что если жаришка, можно вот так вот заплыть в тенечек. И вот здесь вот релаксануть под пальмочкой вот так. Оп. Да, что-то падает. И что это за штуки падают, кто знает, с пальмы вот такие. Мы недавно были в Айсигрине, и они мне прям на голову падали, мы сели под пальму, сидели, они прям на голову падали. О, вот так вот вообще, да? Вот так, релакс. Сюда какой-нибудь круг, матрасик, улечься здесь и все, обалдеть. Передается, да? Мне кажется, должно передаваться. Мне кажется, вообще все видео надо вот с таких мест начинать, отсюда включать, а потом уже начинать ходить, все остальное снимать. Классно здесь, да? Вообще прям райский антизион. Банановые деревья, смотрите, правда, не цветут. Бананов нет, плодов, но деревья сами есть. О, супер. Классно, что бассейн не горячий, не перегревается. Можно отлично. Да, это единый бассейн, видите, он прям идет туда, в Олимпийский переплывает. А правда 25 метров, наверное, где-то так. На такой прямоугольный бассейн. И смотрите, сколько столиков. Это вот не только вот эта зона, вот на вторая зона.
С другой стороны, там, где дартс был, очень-очень много столиков, где можно посидеть. Столики, сразу тут шезлонги. Все не отходя от кассы. Бассейн, бар. Очень компактно. Было интересно. Сколько же надо воды, напитков, чтобы содержать отель. Смотрите, здесь так в огромном местечке стоит огромный палет с водичкой. Просто огромнейший. Мы сколько ящериц просто видели. Вечер. Я уже даже умудрился поспать пару часиков. Очень какой-то темный вот этот отель. Внутри имеется в виду вот свет, только здесь горит, там. А там какая-то очень темная зона. Лаунж-бар написано, но он не работает. Это вот где визная группа и ресепшн. Отправляемся на поиски ресторана. Не знаем абсолютно, где он находится. Сейчас на ресепшене спросим. Там у нас находится вот визная группа, ресепшн и вот туда вот ресторан. Так, пока идем к ресторану, покажу вам. Здесь тоже зона, можно посидеть. Есть магазины, очки, вещи, если вы вдруг забыли рубашку для ужина. Ювелирные украшения всякие. Закуски, вкусняшки всякие, тапочки, крема. Все, что хотите, очки, лосьон для загара, круги надувные. Ну, здесь это, естественно, все дороже. Лучше берите из России с собой все. И если выйти... Посмотрим где тут рядом, что есть. Вообще там есть торговые ряды всякие. Там, естественно, все это будет дешевле. Попадаем в главный ресторан. Здесь надо масочки одевать, санитайзеры, все это приходит. Есть, вот вижу одну зону детскую, но почему закрыто. И большой-большой ресторан с едой. Можно как внутри, так и вот сюда на улицу выйти на балкон. И с прекрасным видом на бассейн потрапезничать. Здесь, кстати, не очень... Вообще даже не жарко, очень хорошо. Тут даже море видно. Вот так вот. Ну классно здесь на улице. Вообще ветерочек такой легкий. Мы выбрали вот столик вот этот. Сейчас нам его засервируют. Уберут и мы сюда сядем. Здесь на улице очень хорошо. Брал себе рыбы. Красные рыбы, жареные кальмарчики деткам взял. Снимал ужин попозже. Что-то много народу. Почему-то там душновато. Очень, да еще и в маске. Прибор здесь все идет в индивидуальных упаковках. Вот так упаковывают пакетики. Рыбка красная, кстати, очень вкусная. Обычно в Турции она бывает невкусная. Некоторых отелей. А тут прям вкусная, знаете, прям как положено. Прям посолить, подперчить чуть-чуть, еще чуть-чуть лимончика. И вообще будет отлично. Так, ну вот красную рыбку давали. И сейчас вот мы поели, идем. Ее уже нету. Черешню давали. Вот, в общем, я поснимаю. Сейчас даже часть снял. То, что есть. То, что быстро кончить. И там завтра, может быть, сниму полноценный вам ужин и скомпоную полноценное видео про ужин, чтобы вы его увидели. Чтобы не урывками, кусочками, а вот прям полноценный ужин. И все будет, все в плейлисте, как всегда, этого отеля. То удобно сделано сразу от ресторана есть лесенка, можно спуститься и выйти на улицу. На лифте или пешочком. Попадаем на нулевой этаж, или минус первый, да, в лифте он их минус первый называет. И сразу можно на улицу пойти. У нас сейчас вечерний отель после заката. Закат я где-то прозевал, пока мы ужинали. Так вот все выглядит вечерком. Цветочки, мини-пальмочки. И я слышу, там уже где-то мини-диско. Да, как раз в 8:30 в Турции начинается мини-дискотека. Вон там вот в амфитеатре. А у нас тут свое мини-диско. Нашли импровизированную сцену. Детки устраивают танцы. В ресторане, если в маске подходишь взять еду, не дают даже. Ребенок пошел за дыней, не дали. Надо маску. Это, кстати, очень правильно, я считаю. Антиковидные меры, чтобы ходили, одевать такой добровольно-принудительно. Я считаю, что это очень правильно. Так что я вижу кучу попкорна. Hello, merhaba. Do you have popcorn or only chips? Only chips. Only chips. Can I have? Or? Вот так вот. Это вам, это мне. Спасибо, very much. Я думал, здесь попкорнчик. Ну вот так вот я весело опрокинул пачечку чипсов. Так вот, видите, в пачке с попкорном дают чипсики. Бесплатно, все бесплатно, все включено, все all inclusive. Смотрите, вот это бар, где мы днем сидели возле бассейна. Вот если сюда в сторонку чуть пройти, здесь у нас амфитеатр, и здесь же проходит мини-диско. Стулья все расставлены с санэпидстанции. Вон там пляшут детки. Вот, хорошо, что музыка закончилась, чтобы банчик не хлопотать. Много детей. Так вот все, видите, расставлено. На расстоянии 1,5 метра. Огромная площадь. Все рассаживаются. Но мы на мини-диско не ходим.
все-таки пандемийка, тролливали, лишний раз мы детей не водим. Они как бы не просятся, они себе устроили там импровизированно вдвоем тусуют, еще какие детишки пришли и все так тихонько, спокойно веселятся. Барчик, давайте я вам, наверное, сниму днем, что здесь есть, чтобы народ не был, потому что сейчас так не очень удобно снимать. Как я. Подписчики сейчас Женя соскучились с своим пихтом, облепихтом. Пихт, я вроде говорю. Кто-то соскучился. Говорит, я говорю, всякие бары, шмары. Потом говорю, ой, шмары. Ну, имелся в виду не то. Особый привет передаю. Поэтому пишите комментарии. Я их лично читаю, отвечаю на все. Как дела? Хорошо, у тебя? Отлично. Да, das хорошо, так? Очень хорошо, да. Да, серьезно? Мы были в Sunny Stilita Beach. Да, откуда ты? Из Москвы. Москва? Да, Москва красиво. Вот Али был с нами там в Sunny Stilita Beach. Мы там танцы устраивали. Да, это амфитеатр шоу? Да, мы видели, очень хорошо. Спасибо. Если ты не смотрел Sunny Stilita Beach, посмотри, там очень крутые выпуски были, мы там зажигали, танцы устраивали, очень-очень классно. Давай. Передавайте привет своим родным, близким. Да, спасибо. Идите в бар, образовывается очередь небольшая. Блин, мой вам совет, друзья, не обязательно стоять в барах. Именно в этом отеле вы без проблем. Вот ходят официанты, вы их просите вам что-то принести, и они вам приносят. Если вы не хотите, допустим, местные напитки, там, допустим, ром-кола, вы говорите, сразу говорите те напитки, которые вы знаете. А здесь я уже видел из виски Watt 69, это импортный виски, это единственный импортный виски, который здесь есть. И Captain Morgan. То есть, если хотите мохито, говорите мохито with Captain Morgan. Официант вам принесет. Вот. Но всегда проверяйте, пробуйте. Иногда приносят с местным алкоголем. Здесь в этом отеле еще не знаю как. Вот, кстати, официантка. Вот. Ну, местно я не рекомендую пить. Здесь я просто зашел, попросил мохито, он сразу сделал с импортным алкоголем, с Captain Morgan. Галан Клаб. Кубинской здесь нет, к сожалению. Да, анимация здесь, конечно, классная, как и в Sunny Stilita Beach было, так и здесь все ходят, зовут на шоу-тайм, куча аниматоров. Смотрите, здесь прям официант подходит, приносит орешки, и тут прям куча фисташек, очень богатые орешки. То, как и звали аниматоры, шоу-тайм, отправляемся на шоу-тайм с вами сюда же в амфитеатр. Вообще сегодня танцевальное шоу в разных костюмах, но смотрится очень симпатично. Классно, что здесь так построена сцена, амфитеатр, можно проводить дискотеки огромные, как в Альвадоне. Мне там очень понравились дискотеки, просто было очень красиво. Там певцы приезжают, все поют, танцуют. Но после шоу-тайм на нашей сцене, где танцевали детки, включилась музычка, пришел диджей, и начинается дискотечка небольшая. Здесь Али выступает, танцует, который в Sunny Stilita Beach был. В своем прекрасном наряде передает привет. Очень классный, веселый мужчина. Вот видите, как заказывают коктейльчики и вам приносят. Пина-колада, кстати, здесь тоже вкусная. С импортным ромом. На самом деле здесь вечером очень приятная атмосфера, очень классный свет. Классная вообще атмосфера, и ветерок продувает, вот прям супер. С предыдущим отелем не сравнится, там сидеть не хотелось, к сожалению. Ну и ловите специальные танцы от Али. Он очень любит, когда его снимают. И начинает зажигательные танцы. Special Dance. И эта музыка заводит даже нашего сценария. Диджей очень круто сводит треки, 2 разных трека так идеально свел здесь вообще просто. И после 1 июля в Турции отменили все ограничения. Сейчас у нас время 11 часов 15 минут. И теперь 10 часов все не заканчивается. До 12 часов можно тусить, танцевать, песни, пляски, танцы. Но люди пока еще этого не поняли. Все сидят, употребляют, но никак не зажгут. Так потихонечку немного народу зажигает. Друзья, вот такой вот был первый денек в отеле Sunny с Кункой. Пишите, как вам все понравилось, что не понравилось, обязательно пишите. Все, огромное вам всем удачи, как всегда, замечательно, никаких мелочей, заряжайтесь только солнцем, морем, позитивчиком, вкусняшками, напиточками, музыкой, танцами. Огромное вам всем удачи и пока.